с которого виден Череповец, разные части. Здесь такая чистота, что можно везде ходить. Особо сильно не паримся. Она не доверяет фотографам. А ты с кем будешь танцевать? Не мешало бы попариться. Ну, ноту. Чаю, девка! Сегодня замечательное небо снимать на пленку. И сегодня, друзья, вторая часть пленки, вторая часть выпуска снята на замечательную объектив, а это волна. Я в деревне. Друзья, привет! Мы с вами приехали в усадьбу. До 7 часов можно, да? И сегодня я вам покажу кое-что. Это, наверное, восстанавливается. Кроме деревянных скульптур 245. И будем снимать сегодня на Зенит 212 на пленку. Вместе с вами. Что там на самом верху, друзья? Там вы можете встретиться с самим собой. Мы решили пойти внутрь. Гальских. Гальский? Гальских. Сервированный немецким мессинским фарфором середины XIX века и столовым серебром конца XIX. Ты не один. Рыбник. Скорее всего. Ну да. Ножички для маслица. Красиво. Там Это вилки для хранения стоят, приборов. Да, вилки. Прикольно. Преимущество телеобъектива современной камеры, друзья. Если вам нет возможности попасть, вот здесь загорожено все, видите, можете включить телеобъектив и внимательно посмотреть и рассмотреть фотографии. Мне больше, конечно, как и вас, наверняка интересуют фотографии. Часы обалденные. Это курительная комната, друзья. Я не поддерживаю, но в то время это было частью некого ритуала. Рекомендую посещение музея. Действительно интересно. Это кто интересуется фотографией, живописью и вообще искусством. Это супер. О, такой сундук мы видели с вами в Кремле, кстати, в Москве. Кто смотрел мои выпуски. Множество фотографий. Оригинальных. Думаешь? Ну да. Нет, так они до сих пор, кстати, популярны. Я забыл, какой формат называется. Я недавно смотрел, кстати, объявление. Вот это. Сейчас модно опять эти шляпы. Я про зонтик. А, про зонтик? Ну, деревянный, хлопка, да. Ну, даже вот номера есть. А что ты взяла, что это не это? Они делали, кстати, в то время. Деревянные. Ну, вообще-то на Руси тоже делают сундуки. Я понимаю, что делали, но, честно говоря, ты можешь определить. Прикольно, ткань сделала. Фактурная. Дальше поднимаемся на второй этаж. Посмотрим, что там. О, 914 год, друзья. Вот можете видеть, как это выглядело. Почему фотография настоящая, пленочная, является свидетелем документальным, в отличие от цифровой, который можно убрать, уничтожить и подменить. Поэтому, друзья, занимайтесь пленочной фотографией. Как она сказали, называется? Малая гостиная. Ну, если на современном, они это Приемная. Приемной гостиной.
Работает. Проверено. Нет, почему покрашенная? Просто покрашенная стулья. Не, ну может быть и переделанная, но скорее всего помещение до сих пор используется для проведения мероприятий и праздников. Я думаю, друзья, вы все поняли насчет пленочной фотографии. Это помещение на меня произвело очень сильное впечатление, друзья, потому что здесь великолепная акустика. Как акустик могу сказать, что помещение действительно делали по математическим законам. И здесь совершенно невероятно звучит не только голос человека, но и вот пока экскурсовод отвлечен, я возьму одну ноту. Слышите, да? Просто великолепно. Мне уже кричат, что нельзя. Детская комната. Для духов. Для духов? Да. А бальная книжечка, туда записывали, с кем будут танцевать, кому какой танец. А ты с кем будешь танцевать? Я думаю, что это нюхательный табак. Да, может скорее быть. всего, да. Это монетница. Монетница. Это для... Это вот мы Мгм. Понятно. Корнеты, бал, книжечка. Ну и 2 пары перчаток. Так получше видно. Спать здесь хорошо, наверное, было. Да. Приятно очень место. Сказали, что современный вариант — это мастер-бедрум. Эти из ткани. Пишите, как они называются. Цвет изумительный, да? Но это в японском стиле что-то. Да, так и есть. Мы уже были там. Чай здесь любили пить точно. Ну, потомки-то проживают в Санкт-Петербурге. Да, будуар. Очень приятное место. Как, в принципе, все здесь. Разумеется, без фотографий не обошлось. Ну, в принципе, мужчина-то Ну да, вот здесь, видишь, документы. не один же. Сова. Ну вот, тетка. Но она не любит фотографа, скорее всего. Как и все Просто в этом прикинь, мире. на такой веранде сидеть, завтракать или не знаю. Она не доверяет фотографам. Галерея Ван Пах. Ну, вот разные книги. Дуреть, Шиллер, такие издания. Одуреть. Просто это же все надо сохранить. Ну, разумеется. История императора Александра. Так, у нас, друзья, продолжение нашей экскурсии на самый верх.
iPhone не передает, насколько здесь темно, друзья, но поверьте, здесь действительно очень темно. Ну вот примерно как здесь это вживую. Сейчас у меня коррекция была. Мы попробовали снять вручную на 1.8. Супруге дал камеру, подсветил себе фонариком. Ну и, разумеется, приблизительно поставил фокусное расстояние на полностью 1.8. Скорее всего, будет не резко. Но, друзья, мы не паримся. Хотя здесь, видите, все для парной подготовлено. Париться будем с Файонычем. Пленочные фотографии, друзья, это все. Это все. И сегодняшний выпуск посвящен как раз пленочной фотографии музея гальских. Мы поднимаемся на самый верх. Оттуда, скорее всего, мы сможем что-то снять действительно красивое. Давайте вместе с вами поднимемся и посмотрим, что на самом верху. Судя по ветру, скорее всего, здесь очень ветрено. Небольшая такая окружность. Вы находитесь внутри некой такой очень красивый вид, друзья. Я поснимаю сейчас не выходя, потому что действительно ветер очень сильный. Но могу сказать, что однозначно сюда стоит приехать. Во-первых, место изумительное. Видно все самое лучшее. Ну, как вы знаете, лучшие места всегда выбирали люди, которые начинали жить. Вообще место, конечно, да, классное. Всем настоятельно рекомендую посетить. Сегодня нам помогает Зенит-212. Снимаем на пленку, даже в очень суровых местах. И сейчас, конечно же, завершим эту пленку съемкой сверху. Что вы скажете, понравилось вам? Чаю, девка. Да, суперское. Место вообще изумительное. Виден мост, на котором мы с вами снимали 2 года назад. Противоположный берег. Ветер такой силы, что я на айфоновский чемодан не справится с этим. Ну, я специально оставил, чтобы показать. Друзья, мы находимся на самом верху усадьбы Гальских, с которого виден Череповец, разные части города, в котором мы снимали с вами много выпусков, в том числе новые и старые мосты. Сегодня очень ветрено, погода доступна для съемки на пленку, к которой я вас призываю и настоятельно рекомендую. Дверь очень низкая, поэтому я долбанулся. Поэтому нагибайтесь, если высокого роста, нагибайтесь, если хотите попасть на самый верх. В советское время. Ну да. Потому что я не могу вспомнить, что нас хотя бы на экскурсию сюда водили. Так здесь ничего не было, вон реставрация только 90-е годы. Это состояние до реставрации, да? Разрушенное все было. 1987 года мера по дальнейшему улучшению реставрации усадьба Гальских. Да, по-моему, это то здание, которое, где Башлачев музей. Смотри, какая выставка. Фигурами. Какие-то смешные там, то ли 600 рублей, то ли что-то такое за экскурсию на самый верх. Если вы думаете, что это все, друзья, нет. Теперь нам предстоит посещение еще парка. И будем смотреть красивые цветы и снимать на пленку. Розовый красивый. Да, роза вообще. Распустили. Тебе понравилось так, что ты решила. Так по саду тоже надо ходить в этих штуках. Здесь такая чистота, что можно везде ходить. Здесь можно очень красиво сделать пейзажи, друзья. И небо сегодня располагает к этому. Нам останется найти какую-то интересную локацию, чтобы поместилась эта красота, это здание и вообще это место. И будем это делать, разумеется, на пленку с Файонычем. Начинать, конечно, можно из сада, но мы начали с самого музея, поэтому я рекомендую вам тоже это сделать. Всегда можно найти интересные ракурсы, особенно если место пропитано каким-то временем. Запрещается садиться на качели более 3 человек, сильно раскачиваться. Вот такое себе, да.
сток для воды, кстати, вон видно. Сток для воды. Еще одно интересное место здесь. Эта птица нанесена на картах отдельно, на гугловских и на других. Подарок завода, который занимается сталью. Территория, друзья, достаточно большая для того, чтобы прогуляться. Ну и, соответственно, я, разумеется, не преминул использовать свой опыт в пленочной фотографии. Вот эта локация мне понравилась, очень интересная. Вера нашла какую-то кузню. Кузя! Чего ты хочешь? Чуть не сбили меня. Что-то на мне столько мух сидит. Тот бетон, что делали все. А вот эту часть, кстати, я 2 года назад снимал.